Всем огромный привет! Друзья, хочу сегодня поделиться с вами простыми и эффектными DIY-идеями для декора дома из пивных бутылок. Основные материалы, которые мне для этого понадобятся, это клей ПВА, белый цемент, джут, ну и, естественно, сами пивные бутылки. Сначала займусь бутылкой побольше. Замеряю длину окружности бутылки, у меня она получается 21,3 сантиметра. Также мне понадобится жесткая, желательно прозрачная пленка. У меня это ацетатная пленка, которая используется в кондитерке. Продается в любом магазине для кондитеров. Высота этой пленки 18 сантиметров. Добавляю к необходимой мне длине 4 сантиметра на припуск и отмечаю 25,5 сантиметра. Отмечаю с двух сторон, чтобы были ровные края. Очень сложно, конечно, показывать работу с прозрачным материалом. На экране этой пленки совершенно не видно. И у меня складывается впечатление, что я шью голое платье для короля. Но, поверьте, она все-таки существует. Отступаю от любого края 2 сантиметра вверху и внизу. И уже от этой отмеченной линии откладываю необходимую мне длину окружности бутылки 21,3 сантиметра. Теперь мне надо склеить концы пленки между собой, но так, чтобы намеченные точки строго совпадали друг с другом и чтобы в итоге получился правильный цилиндр. Наношу клей по одному краю пленки и пока он не засох, быстро совмещаю намеченные точки на бутылке, не забывая прижимать середину. Важно, чтобы при этом не образовалось щелей. Форма, полученная горловиной из пленки, должна образовать правильный круг. Фиксирую низ пленки на бутылке скотчем в несколько слоев, оставляя сверху от края горлышка бутылки запас пленки в высоту около 2 сантиметров. Скотч желательно приклеивать сразу очень плотно, чтобы у жидкости не было возможности протечь. У меня это получилось не сразу, поэтому пришлось намотать потом несколько слоев скотча. Для пущей надежности я зафиксировала еще и место соединения краев пленки. Теперь мне нужно замешать раствор из цемента. Так как форма заливки у меня получилась сложной, то невозможно угадать точно, сколько понадобится цемента, и чтобы не развести лишнего, я размешиваю его в несколько приемов. Развожу водой и довожу смесь до состояния жидкой сметаны. Очень аккуратно, не торопясь, заливаю цемент в форму и стараюсь не попасть случайно в горлышко. Лучше, конечно же, было горлышко бутылки чем-нибудь закрыть, но я как-то не подумала про это. И все-таки у меня одна капелька, маленькая капелька упала на дно. Ну ничего страшного, она не мешает общему виду вазы. Заливаю смесь, двигаясь по всей окружности и слежу, чтобы цемент вместе соединения с пленкой распределился равномерно. Таким образом заполняю форму до самых краев горлышка бутылки. Во время замешивания цементной смеси и во время заливки в цементе получается множество пузырьков, которые при высыхании могут выбраться на поверхность и образовать рытвины. Чтобы этого избежать, я довольно долго слегка похлопываю по пленке. Пузырьки, которые всплывают на поверхность, лопаю острой палочкой. Отправляю вазу сохнуть в теплое помещение подальше от источников тепла. Ваза сохла более суток,
И я аккуратно снимаю скотч с бутылки. Когда ваза не заполнена водой, верх ее тяжелее низа. Поэтому при снятии скотча и пленки вазу нужно держать очень надежно. Канцелярским ножом в боковом положении, стараясь не оставлять след на цементе, аккуратно разрезаю пленку. Для зачистки неровностей использую наждачку с 320 зерном. Выравниваю края вазы и зачищаю след от края соединения пленки, который почему-то проявился зеленоватым цветом. Все наплывы на стекле снимаю ножом, а пыль снимаю влажной салфеткой. Для моей второй идеи декора буду использовать вот такой джут. Он у меня уже лежит давно, и он некачественный, с такими утолщениями по всей длине нити и со слабой скруткой, из-за которого нитка ворсится и имеет неопрятный вид. Мне нужно это исправить. Закрепляю свободный конец веревки за край емкости, там, где находится у меня клей. Напомню, что клей у меня ПВА строительный. Убираю лишний ворс при помощи зажигалки. При обжиге главное действовать быстро и равномерно, не задерживаясь на одном месте долго, чтобы нить не перегорела и не разорвалась. И уже обожженный жгут я особо не трогаю, так как скрутка нити нестабильна и она снова легко ворсится. Подготовленную нить складываю в емкость с клеем и периодически ее там утрамбовываю. От джута обрезаю непроклеенный конец и начинаю наматывать его на бутылку. Предварительно бутылку, конечно же, надо полностью очистить от бумаги и клея. На меня не смотрите, на моей бутылке этикетка нанесена несмываемой краской. Наматывать начинаю снизу, поднимаясь вверх и опускаясь вниз в хаотичном порядке. Но в итоге стремлюсь к тому, чтобы у меня в намотке получился градиент. То есть внизу должно быть намотано больше, чтобы держалось дно и стояла бутылка. И намотка была бы плотнее, а вверху меньше, и намотка была бы реже, и получился художественный такой эффект. Как я уже говорила, этот джут имеет слабую скрутку, поэтому он вобрал в себя большое количество клея. Работать так неудобно, и я половину клея при намотке снимаю в банку, ну или на крышку, тут уже как получится. Но в конце намотки большую часть клея я возвращаю на нить. Джут довольно долго сох, более 2 дней, но это важно, чтобы нить полностью высохла и не осталось бы сырых мест. Нить сильно приклеилась к бутылке, и я аккуратно, поддевая джут частями, отсоединяю его от стекла при помощи шила.
Важно никуда не торопиться и тщательно отсоединять все части. Хотелось бы просто вынять бутылку из нитяного каркаса, но ее пришлось разбить. Кстати, разбилась бутылка легко на мелкие кусочки, форма каркаса немного деформировалась в одном месте, но он легко восстановился. Мне захотелось украсить бутылку из жута в белый цвет. Я использую акриловую матовую краску и оставляю ее до полного высыхания. И вот какую осеннюю композицию можно составить из сделанных предметов декора. Я разместила ее на обеденном столе. По-моему, так более красиво и уютно, особенно по вечерам. Друзья, не забывайте делиться своими эмоциями и мнением. Жду вашей поддержки в виде лайков. Это поддерживает канал в своем развитии. Не забывайте подписываться, если вы еще этого не сделали. Я же с вами прощаюсь до новых идей. Всем творческой удачи и пока!